Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович, и сегодня второе видео, из дома записываю для вас. Поленился поехать в офис и торгую сегодня из дома, потому что сегодня нет закрытого чата, поэтому можно себе позволить. Завтра поеду и завтра будем торговать с трейдерами уже. Так вот, сегодня $391 $85. Меня часто спрашивают: Аркадий, а точно? Может быть, ты добавил другие дни? Да. Нет, сегодня. Причем это очень маленькими объемами. Я торговал сегодня в 2-3 раза ниже объемами, чем я обычно торгую. Вы видите, вообще цифры совсем небольшие, но за счет высокого процента прибыльных позиций, если... Давайте я сделаю, мало ли. Выбираю сегодня, нажимаю ОК. Мало ли. Есть же люди, которые скажут, ну, это немного. Почему? Потому что при стандартных объемах где-то 1000 сегодня, 1200 можно было снять при таком рынке, как золото. И, может быть, еще будут позиции. Хотя время 18 часов по Москве, уже потихонечку рынок успокаивается. Но вот на золото есть определенные у меня план, и, может быть, даже сейчас в прямом эфире у нас будет сделка, но коротко об этом сигнале, который мы просто обожаем, я бы так сказал. Это сигнал на пробой, у нас есть робот, который торгует этот сигнал, и мы можем его, конечно, торговать руками. Первое условие – это пробой уровня. Как только мы видим пробой уровня, вот здесь я возьму горизонтальную линию, поставлю сюда. Пробили уровень, да или нет? Да, мы пробили уровень, затем видим TC Buy против этого пробоя. Как только это произошло, и затем рынок пробивает минимум свечи со стрелкой, это sell, то есть вот в этой точке short. Да, мы открываем, ну и соответственно, кто это? Ну и соответственно, открываем сделку на sell. Да. Я здесь взял тейки, да, продал здесь, взял здесь, это получилось очень солидно. Если мы торгуем объемом, скажем так, приличным, то это порядка $1000-2000 за вот это движение, буквально 3 минуты. Затем, что произошло? Я купил, это довольно редкий трейд, потому что я стараюсь в сильных нисходящих или восходящих рынках не открывать сделки против, но вот это идеальная история. Посмотрите сюда, тест уровня, видите, вот здесь 233 написано, это уровень поддержки, рынок протестировал, коснулся TC Buy. И посмотрите на формат, на тип этой свечи. Она открылась. Давайте сделаю чуть поближе. Кстати, здесь buy сигнал может быть по золоту агрессивный, но это все контр тренд. Не будем распыляться на такие сделки. Лучше мы дождемся еще одной чистой сделки, откроем и заработаем деньги, чем мы сейчас будем здесь пытаться любой ценой еще прибавить профита, потому что когда ты начинаешь день, там, хорошо начинаешь или очень хорошо, тебе кажется, что это будет продолжаться до самого конца, да, там, в течение всего вечера, всей сессии и так далее. Но и вот здесь важно не потерять бдительность в плане отбора сделки, в плане селекции, какие сделки выбирать, на какие сделки обращать внимание, потому что очень легко, скажем так, поверить то, что все сигналы сегодня будут работать, и потерять внимание, и просто скатиться. Да, у меня такое бывало, и сейчас я тоже понимаю, что я еще готов торговать, у меня есть большое желание торговать, но нет такого количества сигналов, точнее, хороших сигналов, там много хороших сигналов, которые можно торговать и которые могут принести вам деньги. И обычно все эти сигналы приходят на начало сессии. Вот золото сегодня, да? Мы сказали, я разобрал этот сигнал, и вот он контртрендовый сигнал. Не договорил, просто непривычная для меня среда записи видео. Я обычно пишу на рабочем своем месте. Сегодня дома. Так вот, формат этой свечи, тип этой свечи. Что произошло? Она открылась, ушла чуть ниже минимум предыдущей, видите? Видите, здесь чуть-чуть незначительно, это золото. Минутный график, и образовала самый минимум сегодняшнего дня и вот этого чудовищного движения. Да или нет? Да, абсолютно. Ну, это фактическая информация. И вот здесь очень важный момент, что меня не интересует, что происходит на других таймфреймах. Меня часто спрашивают: Аркадий, ты смотришь на daily, на H1, на M15? Когда я смотрю, я теряю деньги. Потому что если я сейчас перейду на daily график, например, да, просто на daily график и посмотрю
посмотрю налево, да, по левую сторону. Здесь такой уровень, Аркадий, сопротивление, который становится поддержкой. Ты чего здесь там продаешь, надо покупать? Ну, на тот момент, когда цена сюда пришла, вот если я выделю здесь. Да. И это бы меня сбило с толку, потому что важнее, что происходит прямо перед носом на моем таймфрейме и что показывают мои уровни. Сейчас мы к этому тоже перейдем. Поэтому я не использую старший таймфрейм, я не смотрю на старшие таймфреймы. Золото, кстати, возвращается к нашему уровню поддержки. Сейчас тоже разберем эту ситуацию. Угу. Я смотрю на свои. Почему я смотрю только на свой таймфрейм? Что ж такое? Что за активность? TC Sell. NASDAQ TC Sell. У меня еще немец здесь DAX. Этот вообще залез в зону сопротивления. Видите, у меня выделена зона сопротивления. Я покупал NASDAQ, но я здесь немного взял. Я купил NASDAQ здесь. Забрал порядка 50 пунктов. Потом рынок пробил уровень, но я был уже в позиции, не стал наращивать объем. Я говорю, сегодня я торгую очень аккуратно. Но мы приходим по-разному, в разном состоянии, под воздействием разных факторов внешней среды, общения с людьми, какими-то еще событиями, которые происходят в нашей жизни. И ты не можешь всегда быть одинаковым. Да, это глупо и тупо, если ты понимаешь, что ты не в самых топовых кондициях, торговать очень агрессивно. То есть я стараюсь держать баланс между своим состоянием, потому что порой я прихожу, и у меня чистая голова полностью, а порой она немножко чем-то, кем-то забита, загружена, это нормально, и я уже от этого работаю. Но если ты тупо, как этот робот, пытаешься так торговать, да похеру мне, какое у меня состояние, я буду нажимать кнопки, потому что у меня есть ботан, потому что надо торговать. Это не работает. Так вы будете терять деньги, вы не будете кайфовать, будете не кайфовать. Короче, NASDAQ sell сигнал, но здесь контртренд, и пока уровень не подтвержден, одна точка касания неинтересно. Вернемся, может быть, если еще буду в эфире. С вами много всего происходит, поэтому немножко такой, да, у нас, причем это не запланированное видео. Если такие видео нравятся, лайк ставьте. Если хотите больше таких видео, ставьте больше лайков. Так вот. Свеча открылась, закрылась выше двух предыдущих свечей. Этой свечи и этой, да или нет? Да. Угу. И вот мы супер уровень 233. Если цена сюда дошла, это говорит о том, что рынок настолько растянут, что может как ошпаренный, как пробка вылететь. И посмотрите, после сигнала мы вылетели на 90 пунктов за кратчайший срок. Но я купил здесь, забрал тейк на уровне, и все, спасибо, до свидания. Я не хочу там больше находиться. Ну, потому что контртренд, потому что я не в топовых кондициях сегодня. Но если я не в топовых кондициях буду делать 300, 500, 400 долларов в день, это неплохо. При минимальных, да, очень небольших, сегодня вообще небольшие риски. Ну и ждем сейчас золото снова. Если рынок придет, может быть, будет еще buy-сигнал. Мы купим в этой области. И по поводу моих уровней, давайте на них тоже посмотрим. Если я все это дело уберу таким образом и просто сделаю вот так. Почему я не смотрю на другие таймфреймы? Вот вы меня спрашиваете, Аркадий. Ну как так? Как ты не смотришь? Ну как ты можешь торговать на минутке? Это же шумный график. Он определенно бывает иногда шумным, как и любой другой график. Но если ты знаешь, что тебе нужно делать, и это все достаточно отрепетировано, то в чем проблема? Так вот, навожу мышкой, вижу сопротивление с какого таймфрейма. Я надеюсь, вам видно. Видите, белым выделено RS H1 с часового графика. Выше с 4-часового. Выше с daily. Ниже с weekly. То есть я вижу недельные, дневные, 4-часовые, часовые вот эти ключевые точки. Вопрос, что мне нужно делать на дневном графике? Или на другом таймфрейме? Ничего. Там нет никакой полезной информации. Там информация, которая только может привести к тому, что я посмотрю на daily и скажу, что-то там тренд такой, что-то там уровни, что-то еще, там паттерн разворотный. Это все сработает, но сработает через несколько дней, потому что информация на старший таймфрейм запаздывает. А мне нужно прямо сейчас.
торговать. Прямо сейчас, у нас там двойная вершина под Nasdaq, мне нужно прямо сейчас заходить в сделку, а не через несколько дней. Вот это очень важно. То есть вы можете провести шикарный, правильный анализ, но если вы его проводите на таймфрейме, который в разы старше вашего, особенно по паттернам, допустим, вы видели паттерн на дневном, а торгуете на 5-минутке. Он отработается, но для 5-минутки он будет иметь небольшое значение, либо вообще никакого, потому что он отработается намного позже, чем надо вам на вашем таймфрейме. Поэтому если вы используете связку старших таймфреймов, например, торгуя на 5-минутку, возьмите 15 либо 30, не берите туда далеко очень. Да, если вы торгуете на минутке, возьмите 5-минутку, чтобы чуть ближе было, иначе вы растворитесь во времени, ваш депозит тоже, и не будете понимать, что происходит. Вроде открываю все правильно, а теряю деньги, выносит, потому что у вас мисс-тайминг, то есть вы все верно определили, но не для своего таймфрейма. Если вы торгуете на одном, скажем так, в одном диапазоне, да, это как, я не знаю, вот у вас маленькая коробка, и вы ее вот в такую большую коробку, вот это все пространство, но не заполнено. Но то же самое здесь, вы торгуете на малом таймфрейме, да, смотрите картинку вот оттуда, и поэтому эти пустоты возникают, да, где цена может гулять. И, естественно, зацеплять ваши стопы. Такая история.